Дорогие слушатели, для вас публикуется новая книга. Поддержите наш канал подпиской и лайком. Приятного прослушивания! Я очнулась с ощущением, будто меня прокатили через мясорубку, потом через стиральную машину, а потом выжили и повесили сушиться над вулканом. Перед глазами плыли потертые потолочные балки, пахло чем-то средним между подгоревшей кашей и надеждой. «Где я?» — подумала я. И тут потолок сказал: «В твоем новом ресторане, дорогуша. Поздравляю, ты теперь владелица». Шучу. Потолок ничего не сказал. Потолки не разговаривают. Я просто лежала на полу грязной кухни, смотрела на потолок и пыталась вспомнить, как меня зовут. Марина, 32 года, ресторатор. Элитный ресторан на 40 посадочных мест. Мишленовский уровень. Я закрыла глаза. Последнее, что я помнила, я заснула в своем кабинете за столом. Под головой была бухгалтерская книга, во рту был привкус остывшего кофе, а в сердце было тупое понимание того, что цены снова надо поднимать, потому что хозяин помещения опять решил, что он сдает не коммерческую недвижимость, а золотой прииск. А теперь я лежала на полу чужой кухни, в чужом городе, в чужом мире, и я даже не сразу поняла, потому что кухня выглядела настолько убогой, что вполне могла принадлежать какому-нибудь параллельному измерению. Я села, голова кружилась, пол был грязный, стены были грязные, воздух был грязный. На стене висела вывеска, нарисованная от руки, у мудрой улитки. Улитка на вывеске выглядела так, будто ее рисовал человек, которому объясняли, что такое улитка, по телефону с плохой связью во время грозы. У улитки было 4 глаза, раковина вместо рта и выражение лица существа, которое уже пожалело, что его нарисовали. Я встала, отряхнула колени и вышла в зал. Зал был маленький, человек на 20, если они не возражают потесниться. Столы кривые, стулья кривые. На барной стойке лежала записка. Я взяла ее. «Дорогая Марина, прости, что свалила это на тебя. Ресторан чудо, если дать ему шанс. Повар на месте. Не увольняй его. Он единственный, кто остался. Целую, тетя Роза». Постскриптум. Не верь ему, когда он говорит, что работает. Я перечитала записку трижды. Тетя Роза. Троюродная тетка, которую я не видела 20 лет. С тех пор, как она появилась на мамином дне рождения, выпила все вино, рассказала всем, что она ресторатор в маленьком портовом городке, и исчезла до рассвета, прихватив мамину любимую вазу. Мама говорила: «Роза, она неплохая, она просто необязательная». А папа говорил: «Роза просто катастрофа с ногами». Оба были правы. И вот эта Роза оставила мне ресторан. По завещанию, которое подтвердил нотариус по телефону, потому что приехать нотариус не мог. Я, понимаете ли, в другом городе, но документы в порядке, вы единственная наследница, поздравляю. «А что за город?» — спросила я. «Альмара», — ответил нотариус. «Портовый, южный, теплый, вам понравится». «А он далеко?» «Очень далеко. Вы не сможете приехать на поезде или на самолете, или вообще. Но вы, кажется, уже там». Нотариус повесил трубку. И вот я здесь, в Альмаре, у мудрой улитки. С запиской от тети Розы, которая предупреждает меня не верить повару. Из кухни донесся звук. Что-то между мурлыканьем и храпом. Очень громкое, очень самоуверенное. Я пошла на этот звук. Он лежал на разделочной доске, рыжий, огромный, с выражением лица британского аристократа, которому принесли дешевый чай. Он открыл один глаз, посмотрел на меня так, будто я вошла без стука в его личные покои, и сказал «мррр». Нет, не сказал. Он именно что сказал, губами, с интонацией, с презрением. Я стояла и думала, я схожу с ума. Потом он зевнул и добавил: «Вы, надо полагать, новая хозяйка? Прекрасно. Консервы в шкафу слева.
Откройте, будьте добры, и можете приступать к уборке. Я Барсик, шеф-повар, и, судя по всему, единственный разумный сотрудник этого заведения». Я открыла рот, закрыла, открыла снова. Я выглядела как рыба, которую выбросили на берег. «Ты говоришь?» — сказала я наконец. «Вы тоже говорите, и никто не удивляется», — ответил кот и лениво потянулся. «Двойные стандарты. Типично для людей». «Ты кот. Коты не говорят». «Очевидно, вы ошибаетесь. Я говорю, и я кот. И эти два факта успешно сосуществуют. Если вас это утешит, вы первая хозяйка, которая так долго дискутирует на эту тему. Тетя Роза просто кинула мне банку тунца и сказала: «Заткнись, Барсик, я работаю». Она, конечно, не работала, но тунец был хороший. Я села на стул. Говорящий кот в 21 веке. Я попала, предположительно, в параллельный мир, где коты разговаривают. Ладно. Я профессиональный ресторатор, я видела и не такое. Я видела, как шеф-повар орал на посудомойку за то, что ложки лежат не в той духовной гармонии. Я видела, как клиент вернул стейк, потому что корова, судя по вкусу, была в депрессии. Говорящий кот — это в сущности мелочь. «Хорошо», — сказала я. «Ты говоришь, принимаю. Барсик, ты назвал себя шеф-поваром. Что ты готовишь?» «Готовлю? Я не готовлю, дорогая. Я руковожу, вдохновляю, создаю атмосферу. Готовка — это для простых кулинаров. Я шеф. Шеф не стоит у плиты. Шеф лежит на разделочной доске и излучает гений». «А кто стоит у плиты?» «Пока никто. Тетя Роза не готовила, она заказывала еду из трактира через дорогу и подавала как свою. Клиенты не знали. Или знали, но им было все равно. Они приходили не ради еды. А ради чего? Ради меня, разумеется. Я лицо ресторана, я атмосфера. Я кошачий шарм, который невозможно подделать. Люди приходят, видят меня, тают и оставляют деньги. Идеальная бизнес-модель. Бизнес-модель? Ты лежишь на доске и мурлычешь. Это не бизнес, это кошачий сон. Кошачий сон и есть мой бизнес. Вы смотрите на это как на проблему, а я как на стратегию. Разница в масштабе мышления, дорогая. Вы человек, я кот. Мы мыслим по-разному. Вы мыслите категориями «надо», «должна», «опаздываю», а я мыслю категориями «могу», «хочу» и «сплю». И угадайте, кто счастливее? Я не ответила, потому что ответ был очевиден и раздражал. «Барсик», — сказала я, — «я хочу превратить этот ресторан в нечто стоящее. Мне нужна кухня, мне нужно меню, мне нужна еда, которую можно есть без риска для жизни. Ты шеф-повар, ты можешь готовить?» Он посмотрел на меня с выражением, которое можно было описать как оскорбленное достоинство, смешанное с ленью. «Я могу все, дорогая. Вопрос в том, хочу ли я. Готовка — это вдохновение. Вдохновение нельзя торопить. Оно должно вызреть, как сыр, как вино, как я после обеда. Когда ты в последний раз готовил?» «Я предпочитаю не вспоминать травматичные моменты». «Это не ответ». «Это стиль жизни. Учитесь, дорогая. Дайте время».
Кот не торопится. Я вздохнула. Тетя Роза оставила мне ресторан, долги и говорящего кота, который считал себя шеф-поваром, но не готовил. Из всех этих наследств кот был, пожалуй, самым волосатым и самым проблемным. Подвал в этом ресторане пах так, будто кто-то попытался засолить стены и передумал. Я спустилась с фонарем, нашла паутину, 3 пустые бутылки и сундук. В сундуке бумаги, договор аренды, бухгалтерские книги и еще одно письмо от тетки. И дневник. «Дорогая Марина, если ты это читаешь, значит, я сбежала вовремя. Ресторан не проблема. Проблема тот, кому принадлежит земля. Его зовут Гарольд. Он старый, вредный, и он придет не за рестораном, за деньгами. Я должна ему за 5 лет аренды, но я не платила. Удачи! Целую, тетя Роза». 5 лет аренды. Я села на сундук, и паутина, которая висела надо мной, сочувственно качнулась. Я поднялась наверх. Барсик все еще лежал на разделочной доске. Но теперь он лежал на спине, задрав лапы, с выражением существа, которому абсолютно все равно, что мир вокруг рушится. «Ты знал?» — спросила я. «Я знал, что тетя Роза была женщиной оптимальной стратегии. Не платить, пока не заставят». «Это не стратегия, это катастрофа», — сказала я. «Но, дорогая, результат один. Вы здесь, долг здесь. Вопрос в том, что вы собираетесь делать. Плакать или работать?» «Я не плачу. Я ресторатор, я решаю проблемы». «Вы решаете проблемы? Прекрасно. Первая проблема — я голоден. Вторая проблема — кухня пуста. Третья проблема — долг. И четвертая проблема — я все еще голоден. Приоритеты расставьте сами. Но я бы начал с первой». Я открыла бухгалтерские книги. Тетя Роза вела их так, как вела всю свою жизнь. Хаотично, бессистемно и с редкими вспышками оптимизма, которые выражались в записях вроде «Сегодня заработала 12 монет. Потратили на вино 15. Итог – счастье». Я перелистывала страницы и чувствовала, как у меня начинает дергаться глаз. Это не бухгалтерия. Это исповедь человека, который считал, что математика – это приблизительная наука. Но среди хаоса я заметила кое-что странное. Тетя Роза кому-то платила регулярно. Суммы небольшие, но стабильные, раз в месяц. Без имен, только суммы и даты, и приписка, как обычно. Кому это как обычно? Кто этот таинственный получатель? «Барсик?» — спросила я. «Тетя Роза кому-то платила. Кому?» Кот перевернулся на живот, посмотрел на меня с выражением «Я знаю, но мне лень говорить». «Разные люди», — сказал он. «Тетя Роза была щедра. С чужими деньгами, в основном с моими. Она покупала мне рыбу, а в книгах записывала расходы на персонал. Технически я персонал, я не возражал». «А кроме рыбы, кому она платила?» «Я кот, а не бухгалтер. Я знаю, что в кладовке стоит бочонок вина, который она не успела допить. Если вы ищете ответы, начните с вина. Вино помнит больше, чем я». Я не стала пить вино из бочонка и не стала искать ответы. Я легла спать на матрасе, который нашла в подсобке, и проспала 6 часов. Мне снилось, что я в своем ресторане, и все хорошо. Потом я проснулась, и все опять было плохо. Но я ресторатор. Мы не сдаемся. Мы меню составляем. Я открыла ресторан. Не потому, что была готова, а потому, что деньги заканчивались, а долг нет. Барсик занял позицию входа, как мохнатый метрдотель, и начал работать. Не готовить, а работать лицом. «Добро пожаловать, уважаемый! Какой прекрасный выбор! Вы выбрали нас! Проходите, присаживайтесь, чего изволите. У нас сегодня...» Он посмотрел на меня. Я развела руками.
Атмосфера. Первым клиентом был моряк. Загорелый, огромный, с руками, которые выглядели так, будто они всю жизнь тянули сети и не собирались останавливаться. Он сел, и Барсик мгновенно переключился. Мурлычет, трется о ботинок, заглядывает в глаза. Моряк тает, буквально тает. Его лицо, обветренное, как скала, расплывается в улыбке, которая делает его похожим на ребенка, увидевшего щенка. «Какой котик!» — сказал моряк. «Какой милый! Эй, хозяйка, а он у вас продается?» «Нет», — ответила я, — «это наследство». «Наследство? Ну, бывает и хуже. Мне омлет и пиво, и рыбу, если есть, и котику дайте чего-нибудь». Я приготовила омлет своими руками на плите, которая работала через раз. Омлет был не идеальный, я не повар, я ресторатор, но он был горячий, съедобный, и после 2 дней в этом мире это уже было достижением. Моряк съел омлет, выпил пиво, почесал Барсика за ухом и оставил деньги, плюс чаевые, Барсику. Мне не монеты. «Барсик», — сказала я, когда моряк ушел, — «ты собрал чаевых больше, чем я выручки. Ты не повар, ты аферист». «Я менеджер по отношениям с клиентами. Это важнейшая позиция в ресторанном бизнесе. Люди приходят не ради еды, люди приходят ради эмоций. А я и есть эмоция, мохнатая, рыжая и с хвостом. А еда? Еда приложением, побочный эффект моего обаяния. Вы хотите, чтобы люди возвращались? Готовьте вкусно. Вы хотите, чтобы они зашли в первый раз? Поставьте меня у двери. Я приманка. Я кошачий магнит для кошельков. Вторым клиентом была пожилая дама, мадам Флора. Хрупкая, с серебряными волосами, с сумочкой, из которой торчал край домашнего пирога. Она зашла, увидела Барсика, и ее глаза наполнились слезами. «Он похож на моего маркиза», — сказала она. «Маркиз умер 10 лет назад. Он был такой же рыжий, такой же ласковый, такой же наглый». Барсик, услышав ласковый, мгновенно улегся ей на колени и замурлыкал так, что стены задрожали. Мадам Флора заплакала. Потом заказала кофе, потом достала из сумочки пирог, потом дала Барсику кусок ветчины, который случайно был в сумочке, для бедного зверька. «Мадам Флора», — сказала я, — «у вас случайно в сумочке всегда ветчина для незнакомых котов?» «Не для незнакомых», — ответила она, — «для знакомых. Я знала, что здесь есть кот. Я хожу в этот ресторан уже 10 лет. Ради него. Еда здесь всегда была ужасная. Но кот... Но кот стоит ветчины? Кот стоит всего», — ответила мадам Флора с достоинством, которое заставило меня замолчать. К концу дня Барсик заработал больше меня. Он лежал на стойке, окруженный подачками, обертками от конфет и монетами, которые клиенты оставляли для котика. Я мыла посуду и думала. Я приехала из 21 века, где у меня был мишленовский ресторан, чтобы мыть посуду в забегаловке, где кот зарабатывает больше меня. Это была не жизнь, это была комедия. И, к сожалению, я была в ней главной героиней, а не зрительницей. Моряк, уходя, обернулся. «Хозяйка», — сказал он, — «а вы знаете, что ваш сосед, тот, что через дорогу, на ваш участок глаз положил? Осторожнее, он не из добрых». Я посмотрела в окно. Через дорогу стоял ресторан «Жар-птица». Так гласила вывеска. Ухоженная, яркая, с занавесками и витриной, полной фруктов и цветов. Совсем не как моя улыбка улитки. «Барсик», — сказал я, — «а что ты знаешь про соседа?» «Я знаю, что от него пахнет деньгами и одеколоном. Это опасная комбинация. Я кот, я разбираюсь в запахах, и от этого человека пахнет сделкой». Его звали Отто Гриль.
владелец жар-птицы. Он пришел на следующее утро с цветами, с вином и с улыбкой, которая была такой широкой, что хотелось проверить, не приклеилась ли она. «Соседка, какие люди! Наконец-то кто-то открыл старую лавку, а то стояла, глаза мозолила». «Не лавка», — поправила я, — «ресторан». «Ну, конечно. Я Отто Гриль, владелец жар-птицы через дорогу. Может, видели?» «Видела. Красиво». «Спасибо. 20 лет труда. А вы, простите, кто?» «Марина. Новая хозяйка у мудрой улитки». «Новая? А где старая Роза?» «Сбежала». «А, ну да. Роза, она была колоритная. Слушайте, Марина, я зашел не просто так. Я хотел поговорить о сотрудничестве». «О каком?» «О простом. Вы, я вижу, человек новый. Ресторан, простите, в упадке. Долги, наверное, Роза оставила». «Конечно, оставила, я знаю. Я 20 лет наблюдаю, как этот участок стоит и не используется должным образом. Могу я предложить вам сделку? Я покупаю заведение, хорошую цену дам, честную, чтобы обе стороны были довольны». «Я не продаю». «Подумайте. Ресторан — это тяжело, особенно в маленьком городе, без опыта, особенно с...» Он посмотрел на Барсика, который лежал на стойке. «С таким персоналом». «Барсик мой шеф-повар». Отто посмотрел на кота, кот посмотрел на Отто. Между ними произошло что-то, что я не сразу поняла. Барсик не мурлыкал, не подлизывался. Он смотрел на Отто с выражением, которое я еще не видела у этого лживого, мохнатого лица. Осторожность. Настороженность. Кот, который обычно льстил всем, этому человеку не льстил. «Шеф-повар», — повторил Отто. «Разумеется. Ну, подумайте, Марина, я всегда рядом, дверь открыта. Когда надумаете, заходите». Он ушел. Барсик спрыгнул со стойки и подошел ко мне. «Дорогая», — сказал он тихо, — «я знаю этот тип. Он как масло. Скользкий, но полезный, если знать, как применять. Он приходил к тете Розе каждые полгода. Тетя Роза кидала в него булкой». «Булкой?» Стратегия была простая, но эффективная. Булки закончились. Он пришел снова. Могу предложить альтернативу. Какую? Поговорить. Но сначала узнать, зачем ему этот участок, потому что он пришел не за рестораном. Ресторан ему не нужен. У него есть свой. Ему нужна земля. Зачем? Потому что земля — это не еда, это навсегда. Ресторан закроется, а земля останется. И он хочет ее давно. Тетя Роза была безмозглой во многих вещах, но одно она делала правильно. Не продавала. Я посмотрела в окно. Отто стоял у дверей и смотрел на мой ресторан. Его улыбка исчезла, и без улыбки его лицо было другим, жестким, расчетливым, лицом человека, который привык получать желаемое. «Барсик», — сказала я, — «а Отто и Гарольд знакомы?» «Я кот, а не сыщик. Но я чую запах, а от Отто пахнет сделкой. Всегда, даже когда он молчит». Мне нужен был официант, потому что я хозяйка, повар, кассир и мойщица посуды одновременно, а Барсик только морда ресторана. Я повесила объявление на дверь. Требуется официант. Опыт не обязателен. Честность обязательно. Пришел один человек, Лукас, худой, длинный, с глазами оленя, который забрел на шоссе и не понимает, откуда едут машины. Он стоял в дверях, переминаясь с ноги на ногу, и смотрел на меня с таким выражением, будто я должна была спросить его, не заблудился ли он. «Вы по объявлению?» — спросила я. Да, я Лукас, я хочу быть официантом». «Опыт есть?» «Я учился». «Где?» «В театральной школе. Я играл дерево». «Дерево?» «Третье слева. Мне говорили, что у меня талант стоять».
Я посмотрела на него, потом на Барсика. Кот посмотрел на Лукаса с выражением «еще один катастрофический экземпляр человеческой породы». Потом Барсик обнюхал его ботинки и сказал: «Он пахнет печеньем и страхом». «Печенье хорошо, а страх пройдет. Возьмите его». «Ты рекомендуешь?» «Я констатирую. Он не ворует и не врет. Для официанта это уже плюс. Минус — он роняет все, что берет. Но это можно тренировать или нет? Скорее нет, но попробовать стоит». Я взяла Лукаса. И первое, что он сделал, уронил поднос с 3 стаканами. Стаканы выжили, потому что Барсик невероятным прыжком сбил их лапой в воздухе, и они приземлились на диван. Лукас посмотрел на кота, кот посмотрел на Лукаса. «Ты спас мои стаканы», — сказал Лукас. «Я спас мебель и стаканы заодно», — ответил Барсик. «Постарайтесь не ронять. Или роняйте, но ловите. Я не всегда буду рядом. Я кот, а не служба спасения». Лукас, к моему удивлению, оказался обаятелен. Он ронял подносы, путал столики и забывал заказы, но он это делал с такой искренней виноватостью, что клиенты не злились. Они умилялись. «Какой милый мальчик!» — говорила мадам Флора, когда Лукас пролил ей на скатерть суп. «Он старается. Видно, что старается». И оставляла чаевые, больше, чем за чистый стол. «Лукас», — сказала я после 3-го упавшего подноса, «ты уронил 3 подноса за чай. Это рекорд». «Зато я поднял все 3 с улыбкой. Клиенты аплодировали». «Они аплодировали, потому что подумали, что это шоу». «Это плохо». «Это ресторан, а не цирк». «Ну, если им нравится цирк, может, мы ресторан-цирк?» Я хотела возразить, но не могла, потому что он был прав. Клиентам нравился хаос. Им нравился кот, который мурлыкал и воровал рыбу. Им нравился официант, который ронял и извинялся. И им нравилась я, которая выглядела как человек, попавший в кошмар и делающий вид, что это план. Это был не ресторан, это было реалити-шоу. И люди платили за билеты. Лукас, болтая с клиентами, узнал кое-что полезное. Он узнал, что Отто Гриль недавно купил 3 здания на этой улице. Он скупает все. И наш участок последний, который ему нужен. «Говорят, он хочет открыть целую сеть», — сказал Лукас. «Жар-птица на каждом углу». «Отлично», — сказала я, — «сосед, который хочет быть везде. Как болезнь. Только болезнь хотя бы лечится». Барсик лежал на стойке и слушал, потом сказал: «Новый мальчик терпим. Он чешет мне за ухом правильно. Не слишком сильно, не слишком слабо. Это редкий талант. Я его оставлю как персонального чесальщика. Официант он, конечно, катастрофа, но чесальщик от Бога». Через неделю Барсик объявил, что готов. Я не поверила. «Дорогая», — сказал он, слезая с разделочной доски с видом генерала, принимающего командование. «Муза посетила. Я начинаю». «Что?» «Готовить, разумеется. Я осознал свое признание, форму и текстуру». «Ты осознал, что голоден?» «Это тоже, но в первую очередь призвание». Он попросил освободить кухню. Я разрешила. Он колдовал там 3 часа. Не магически, просто долго и шумно. Звуки доносились такие, будто кот там не готовил, а 3 строителей ремонтировали стену. Грохот, шлепанье, что-то упало, что-то покатилось. Барсик выругался. Я не знала, что коты умеют ругаться. Результат — нечто, которое он называл гранитный мусс. Блюдо весило 2 килограмма. По форме напоминало булыжник. И по консистенции тоже. Я попыталась его разрезать, нож согнулся. «Барсик, это несъедобно». «Это концептуально.
Это не нужно есть, им нужно восхищаться. Это опыт, дорогая. Опыт чего? Сломать зубы? Опыт столкновения с прекрасным. Прекрасное не всегда мягкое. Оно может быть твердым, как характер, как воля. Я попробовала. Зубы не взяли. Я стучала вилкой. Звук был такой, будто я стучу в дверь, которая не хочет открываться. «Барсик, это камень. Ты подал мне камень. По форме, по весу и по твердости камень». «Это не камень. Это гранитный мусс. Концептуальное блюдо. Подается с соусом из разочарования и гарниром из сомнений». «Соус из разочарования?» «Да, я гений». Лукас по наивности поставил гранитный мусс на витрину, как декоративный элемент. Проходящий мимо турист сфотографировал его, думал, что это скульптура. Фото попало в местную газету с подписью «Новое искусство в ресторане у мудрой улитки. Съедобная скульптура или вызов обществу». В ресторан пришли любопытные. Они не ели мусс, но заказали все остальное. Кофе, омлеты, сэндвичи. Я считала деньги и не понимала. Барсик приготовил камень, а это принесло клиентов. «Барсик, ты случайно создал рекламу?» «Случайно? Я кот, у нас ничего не бывает случайно». «Ты хочешь сказать, что это было задумано?» «Я хочу сказать, что результат есть. Метод не важен. Результат наш, все довольны, кроме вашего ножа, который погнулся. Мне жаль. Он был хорошим ножом, он не заслужил». Я поняла, что если ресторан должен выжить, мне нужен настоящий повар, человек с руками, с рецептами, со способностью производить еду, которую можно жевать без риска для жизни. Я дала объявление. Пришла Дора, лет 60, руки как у кузнеца, взгляд как у инквизитора. Она вошла в кухню, осмотрелась, и ее лицо выразило то, что я могу описать только как профессиональное отвращение к условиям, в которых ей предстоит работать. «Я готовлю 30 лет», — сказала она, — «и не терплю дураков. Если у вас на кухне кот, я ухожу». «Он не на кухне, он над кухней». «Это что, шутка?» «Это реальность». Она подумала. «Реальность мне нравится меньше шутки. Но если вы будете вовремя платить, я стерплю и кота». Дора начала работать. И кухня, которая раньше была местом, где Барсик спал, а я с горем пополам жарила омлеты, превратилась в место, где готовили настоящую еду. Из свежей рыбы, которую каждое утро приносили рыбаки с порта. Дора знала каждого рыбака по имени. Она знала, какая рыба сегодня, какая вчера, какая не рыба, а позор, заберите это. Первое, что Дора приготовила, был рыбный суп с шафраном. Запах заполнил ресторан за 30 секунд. Клиенты, которые сидели ради Барсика, вдруг поняли, что они голодны, по-настоящему. Не погладим котика и закажем кофе. А мы хотим есть, и дайте мне тарелку этого, и еще одну, и еще. Моряк Педро попробовал суп и замолчал. Он молчал 2 минуты, а потом сказал: «Хозяйка, я 20 лет ем в портовых забегаловках. Это лучший суп, который я пробовал. Если вы закроетесь, я утоплюсь. В порту, на глазах у всех». «Не закроемся», — ответила я и подумала, может, и правда не закроемся. Барсик встретил Дору с подозрением. Он мурлыкал ей, она игнорировала. Он терся о ее ноги, она переступала. Он смотрел глазами бедного несчастного котика, она говорила: «На меня эти фокусы не действуют». «Я 30 лет работала с поварами, которые были хуже тебя, и выжила. Ты не проблема. Ты домашнее животное. Будешь сидеть в зале и мурлыкать клиентам. На кухню не лапай». Барсик пришел ко мне. «Дорогая, вы наняли тирана. Она не повар, она оккупант. Моя кухня захвачена». «Барсик, это не твоя кухня. Ты на ней спал». «Я спал, значит, она моя».
по праву обитания. Это закон. Чей закон? Кошачий. Старше вашего. Но Дора была настоящая. Ее еда была настоящая. И впервые у мудрой улитки пахло не подвалом, а рыбой, шафраном и чем-то, что можно было назвать будущим. Дора, обустраивая кухню, нашла за плитой старую записку от тети Розы. Список людей, которым она должна. Кроме Гарольда Бранта, еще 3 имени. «Тетя Роза», — подумала я, — «ты оставила мне не ресторан, ты оставила мне минное поле». Он пришел снова, с цветами, с вином, с улыбкой, которая стала еще шире, если это вообще возможно. «Соседка», — сказал он, ставя бутылку на стойку. «А я смотрю, у вас дело пошло. Публика, запахи, даже статья в газете. Молодец. И я подумал, зачем вам напрягаться? Давайте я куплю заведение по хорошей цене, и вы уедете отдыхать. Все счастливы». «Все, кроме меня», — ответила я. «Почему, кроме вас? Вы свободны, долги закрыты, деньги в кармане, новый город, новая жизнь». «Это мой ресторан, а не ваш». Его улыбка не дрогнула, но изменилась тактика. «Аренда», — сказал он, — «вы знаете, что земля не ваша. Гарольд Брандт, владелец. Он старый, ему нужны деньги. Я уже говорил с ним. Он готов продать участок мне. И тогда вы арендатор на моей земле. Как вам перспектива?» Я почувствовала, как пол уходит из-под ног. Не буквально, буквально пол был на месте. Он был грязный и кривой, но он был. Метафорически пол уходит. «Вы говорили с Гарольдом?» «Разумеется, я деловой человек. Я разговариваю с людьми. Гарольд старый, больной, ему нужны деньги. Я предложил честную цену, он думает». «Он не продал?» «Пока нет. Но подумайте, Марина, если он продаст мне, вы будете платить аренду мне, а я могу ее поднять. В любой момент, на любую сумму, вы понимаете?» «Я понимаю». «Вот и отлично. Подумайте, я всегда рядом». Он ушел. Барсик сидел рядом и молчал. Это было странно, потому что Барсик обычно молчал только во сне. «Дорогая», — сказал он наконец, — «этот человек не просто сосед. Он паук, и вы в его сети. Но пауки боятся одного, если муха оказывается с характером». «Что ты предлагаешь?» «Поговорить с Гарольдом». «А если он потребует весь долг сразу?» «Тогда вы предложите ему обед, бесплатно, с вином. После 2-го бокала все долги кажутся меньше. Я наблюдала, это работает». «Ты предлагаешь напоить кредитора?» «Я предлагаю растопить лед вином и едой. Это ресторанный подход, дорогая. Наше оружие — гостеприимство». Я посмотрела на него. Кот, который 2 месяца не готовил и зарабатывал мурлыканьем, предлагал мне бизнес-стратегию. И она была не так уж глупа. «Барсик», — спросила я, — «а ты знаешь, где Гарольд?» «Нет, но я помню его запах. Он приходил, когда тетя Роза не платила. Он стучал в дверь, ругался и уходил. Потом перестал приходить. Тетя Роза сказала, наверное, помер. Но я чую, он не помер. Его запах старый, но живой». «Ты помнишь запах человека, которого не видел 5 лет?» «Я кот. Мы помним запахи дольше, чем люди помнят имена. Гарольд пах табаком, деревом и одиночеством. Последний не запах, конечно, но у одиночества есть дух. Я не могу объяснить. Я кот, а не поэт». Мы искали Гарольда неделю. Я спрашивала в мэрии, у соседей, у рыбацких лавок. Лукас опрашивал клиентов. Дора опрашивала поставщиков. Барсик нюхал. «Его запах у порога старый, но стойкий. Он часто стоял здесь, долго и злился». «А откуда ты знаешь, что он злился?» «Потому что пахнет потом и раздражением. Я кот. Я разбираюсь в запахах эмоций».
У эмоций есть запахи? У всего есть запах. Даже у вашей паники. Она пахнет дешевым мылом и отчаянием. Спасибо, Барсик, очень ободряюще. Я нашла адрес. Старый дом на окраине Альмары. Пришла. Дверь открыла женщина, сиделка. Гарольд, он здесь, но он не принимает, он не в духе. Уже давно. А что с ним? Год назад сломал ногу, срослось неправильно. Ходит с палкой, сердитый, одинокий и не любит людей. А котов любит? Сиделка усмехнулась. Он никого не любит. Но если у вас есть кот, может и впустит. Он раньше держал кота. Говорят, тетя Роза его забрала. Забрала кота? Выкупила или украла, зависит от того, кого спрашивать. Гарольд плакал, потом злился, потом перестал приходить совсем. Я стояла на пороге и чувствовала, как мир переворачивается. Тетя Роза не просто не платила на аренду. Она забрала у старого человека кота, единственного, кто у него был. Гарольд обиделся и перестал приходить. Это не деловая проблема, это личная. Я вернулась в ресторан, села на стул, посмотрела на Барсика, который лежал на стойке с видом существа, которому все известно, но ничего не интересно. «Барсик», — сказала я тихо, — «тетя Роза тебя забрала у Гарольда?» Он сразу не ответил. Потом перевернулся на живот и посмотрел на меня. Без позы, без мурлыканья, без дорогая. «Я не люблю об этом говорить». «Но это правда?» Тетя Роза сказала, что Гарольд недостоин такого кота, как я. Я был польщен. Но Гарольд, он был привязан сильно. Я единственное, что у него было. И ты ушел к тете Розе? Я не уходил. Меня перенесли. Тетя Роза была настойчива. Она сказала, кот будет частью ресторана, и забрала меня. Гарольд пришел через день, ругался. Тетя Роза кинула в него булкой, он ушел и больше не возвращался. «Барсик, так ты причина, по которой Гарольд перестал приходить?» «Я кот, а не причина. Я катализатор. Разница в юридической ответственности». Я смотрела на него, он смотрел на меня. И впервые я увидела в этих рыжих глазах что-то, что не было ленью, наглостью или расчетом. Что-то, что было очень похожим на вину. «Барсик», — сказала я, — «мы идем к нему завтра». «Я знаю», — ответил кот и закрыл глаза. Но я видела, он не спал, он думал. Кот, который думал, это было ново. Сиделка, когда я уходила, шепнула. К нам приходил один человек, высокий, ухоженный. Спрашивал про Гарольда. Я сказала, не принимает. Он оставил визитку. Отто Гриль, ресторатор. Спрашивал, готов ли Гарольд продать участок. Отто действительно уже был у Гарольда. Он не соврал. Мы опаздывали. Гарольд Брандт сидел в кресле с палкой, с видом человека, которого жизнь обидела и которого это устраивает, потому что обижаться — единственное, что у него осталось. Он увидел меня, потом увидел Барсика, и его лицо изменилось. Сначала гнев, потом что-то другое. Что-то, что он быстро спрятал за ворчанием. «Принесли», — сказал он. «Зачем? Чтобы я заплатил за то, что мое?» «Нет, чтобы я заплатила за то, что беру». Он смотрел на меня, я на него. Он был старый, волосы седые, борода седая, глаза тусклые, но не мертвые. В кресле с палкой он выглядел как человек, который когда-то был сильным, и теперь злился на мир за то, что мир не оценил его силу. «Вы новая хозяйка», — сказал он. «Да». «Племянница Розы?» «Да». «И зачем вы пришли? Долг принесли?» «Я пришла поговорить и принесла кота». «Кот мне не нужен». «Я знаю, но ему нужно у вас побыть». Гарольд посмотрел на Барсика. Барсик спрыгнул с моих рук, подошел к старику, запрыгнул к нему на колени и лег, молча, не мурлыкая, не подлизывался, просто лег.
Гарольд через минуту положил руку ему на спину, и его лицо изменилось. Он не плакал. Он старый, ворчливый человек, который не плачет. Но его рука дрожала. «Ты», — сказал он коту, — «ты предатель, ты ушел». Барсик тихо. «Меня унесли, но я здесь, если позволите». Гарольд молчал долго, потом сказал: «Кот должен приходить ко мне раз в неделю, по средам». «По средам?» — спросила я. «По средам я один, и мне нужен кто-то, кто молчит и лежит на коленях. Кот подходит». «Согласна», — ответила я. «И я приду через 2 месяца, проверю. Если ресторан пустой, я продам землю Отто Грилю. Он уже приходил 3 раза». «Отто приходил к вам?» «С вином и улыбкой, как и к вам. Улыбка та же, вино дешевле. Он жадный, этот ваш сосед». «И вы не продали?» «Пока нет. Но я старая девочка. Если ты не справишься, мне придется продать. Не из жадности, от усталости». Я кивнула. Мы поняли друг друга. Он не верил мне, но он дал мне шанс, потому что я пришла. И потому что кот лег ему на колени и молчал. На обратном пути Барсик был тихий. «По средам. Он хочет, чтобы я приходил по средам. Я кот, и у меня расписание, как у врача. Только вместо лекарств мурлыканье, а вместо пациентов один ворчливый старик, который скучал по мне 5 лет и ни за что в этом не признается». «Барсик, а ты скучал по нему?» «Я кот. Коты не скучают. Мы регистрируем отсутствие. Я зарегистрировал давно, но я не скучал. Разница невелика, но она есть». Через месяц ресторан у «Мудрой улитки» стал, если не преуспевающим, но живым. Дора готовила, Лукас носил и ронял, Барсик встречал и обворовывал, а я считала. Выручка росла, долг уменьшался, постоянные клиенты, моряк Педро каждый день, мадам Флора, торговец Карло на бизнес-ланче, появились новые, туристы, которые приходили посмотреть на камень, рыбаки, которые приходили после смены, потому что Дора готовила и из их рыбы и давала им скидку. Пара из столицы, которая случайно зашла и осталась на 3 часа, потому что Лукас рассказал им историю своей жизни, пока нес десерт. И уронил его, но они были так тронуты, что даже не заметили. Барсик тем временем работал в зале. Он обходил столики, мурлыкал, получал угощения, но его работа имела побочные эффекты. Он крал рыбу у соседей. Отто приходил жаловаться. «Этот кот украл мой лосось на глазах у клиентов». «Я не крал», — ответил Барсик. «Я реквизировал. Он на солнце лежал, портился. Я спас его от гибели. Отто должен мне благодарность». «Отто хочет тебя утопить», — сказала я. «Он может попробовать, но я умею плавать. Плохо, но умею. А вот он не кот. Он просто злой человек без лосося. Мне его даже немного жаль». Я установила правила Барсика. Не воровать у соседей, не ложиться на чужую еду и не присваивать чаевые. Барсик согласился и немедленно нарушил все 3. «Ты обещал!» «Я не обещал. Я сказал мур. Мур — не юридически обязывающее заявление». Я вздохнула. Я вздохнула так, что Барсик покачнулся от потока воздуха. «Дорогая», — сказал он, — «не вздыхайте. Вдыхать — это тратить кислород. Кислород нужен для дыхания. Дыхание нужно для жизни. Жизнь нужна для ресторана, а ресторан нужен для долга, а долг нужен для...» Он задумался. «Долг не нужен никому, но он есть, как я. Ненужный, но присутствующий». Лукас, болтая с клиентами, принес новость. Отто готовился к кулинарному фестивалю, городскому конкурсу, который проходил раз в году.
Победитель получает золотую кастрюлю и, что важнее, городскую лицензию, освобождающую от проверки на год, а проигравший попадает под инспекцию. «Если Отто выиграет, а мы нет, инспекция может закрыть нас», — сказала я. Дора, не оборачиваясь от плиты. «Не закроет, потому что мы не проиграем. Моя рыба лучше его трюфелей всегда была и всегда будет». «А откуда ты знаешь про трюфели?» «Я знаю все про еду, это моя работа. Я не могу говорить о еде без злости, потому что большинство людей не умеют есть. Они жуют, проглатывают, но они не едят. Потому что они не понимают, что у тебя во рту. Я понимаю, поэтому я готовлю. Поэтому мы не проиграем». Барсик лежал на стойке и слушал. Потом сказал: «Конкурс? Кулинарный? Дорогая, я родился для этого. Мой мусс уже легенда. Мое обаяние — оружие. Моя наглость — стратегия. Мы победим. Или я украду приз. Одно из двух». «У нас месяц до фестиваля», — объявила я на собрании. Дора, Лукас и Барсик сидели за столом. Дора с видом «я это приготовлю, а вы не мешайте», Лукас с видом «я это принесу, а потом уроню», и Барсик с видом «я это возглавлю, а потом посплю. «Дора, ты готовишь главное блюдо, Лукас обслуживаешь, Барсик». «Я руковожу», — вставил кот. «Барсик, ты сидишь в зале и ничего не трогаешь». «Это оскорбление. Мой мусс...» «Твой мусс — камень. Мы не подаем камни на фестивале». «Зря. Камни стабильны, не вызывают аллергии. Идеальный продукт». Дора решила подать тушеную рыбу в травах. Фирменная, надежная, вкусная. Она тренировалась каждый день, доводя до совершенства блюда. Лукас тренировался носить и не ронять. Результат спорный. Он ронял на 30% меньше, что Дора называла прогрессом от отчаяния. Барсик требовал роль. Я сказала не мешать. Он обиженный удалился в зал и начал стратегически думать. То есть спать на витрине рядом со своим гранитным муссом. Я услышала от Лукаса, что Отто нанял профессионального повара из столицы. Модного, высокомерного, с белым колпаком и манерами, как у Барсика, только без меха. Жар-птица готовила дичь в трюфельном соусе с гарниром из съедобных цветов. Звучало роскошно, стоило, как небольшая яхта. Я беспокоилась. Наше блюдо было простое. Дора сказала: «Простое значит честное, а честное значит вкусное. Трюфели для тех, кто прячет за ними отсутствие вкуса. Моя рыба не прячет, она есть, и она хорошая». «Дора, может добавить что-нибудь пафосное? Трюфели, цветы?» «Трюфели — это грибы, которые нашли в грязи и продают как золото. А цветы — это украшение, которое притворяется едой. Я готовлю рыбу. Если судьям нужна позолота, пусть идут к Отто. Если им нужен вкус, они придут ко мне». «А если они оценят подачу?» «Подача — это костюм на человеке. Красивый костюм приятно, но если под ним пустота, костюм не спасет. Моя рыба не нуждается в костюме. Она голая и прекрасная». «Дора, ты сейчас говорила про рыбу или про философию?» «Это одно и то же для меня». Лукас принес слух. Один из судей фестиваля, местный ресторанный критик, месье Леон, договорился с Отто. Леон обожает трюфели и позолоту. «Если Леон судья, — сказала Дора, — у нас проблема. Он не понимает простую еду. Ему нужно шоу». Барсик открыл один глаз. «Шоу? Я шоу. Дайте только мне сцену». Утром перед фестивалем я зашла на кухню и почувствовала что-то не так. Дора стояла у холодильника с лицом, на котором читалось: «Я убью всех по очереди». «Что случилось?» «Рыба испортилась за ночь. Кто-то выключил холодильник». Я посмотрела на провод. Перерезан. Чисто, аккуратно. Это не кот, это человек. Барсик обнюхал провод. «Человек, мужчина. Табак и дешевый одеколон.
И масло. Масло, как у жар-птицы. Отто использует его на кухне. Я знаю. Это запах Отто или его человека? Кто-то из его поваров. Или сам Отто, но он слишком чистоплюй для проводов. Это просто его человек. Я пойду в городскую управу. И что? Какие у тебя доказательства? Это не доказательство, запах и перерезанный провод. Это подозрение. А подозрение не кормит судей. И что делать? Идти на рынок, купить свежую рыбу и готовить прямо на фестивале, на глазах у всех, чтобы никто ничего не испортил. Я, Дора и Лукас пошли на рыбный рынок. Барсик с нами. Я нюх. Вам нужен нюх. Свежая рыба пахнет морем. Рыбный рынок Альмары – это не магазин, это битва. Рыбаки кричат, чайки кричат, покупатели кричат, все кричат. Барсик шел впереди, обнюхивая каждый прилавок. Это вялая, это позавчерашняя, а это идеальная, берите. Рыбак посмотрел на кота. Ваша кошка разбирается в рыбе? Он не кошка, он шеф-повар, ответила я. Рыбак хохотнул. Шеф-повар? Ну, если кот говорит, что рыба хорошая, значит хорошая. Коты про рыбу не врут. Коты врут про все. Но про рыбу, возможно, нет, сказала я. Теперь у нас была рыба, свежая. И план готовить на фестивале на глазах у всех, чтобы никто ничего не испортил. Фестиваль. Площадь у порта. 10 палаток, 10 ресторанов, 10 запахов, которые дерутся между собой за право быть лучшим. Отто в белой палатке с золотой вывеской, с поваром в колпаке, с трюфелями и цветами. Мы в потертой палатке с Дорой, Лукасом и котом. «Ну, — сказала я, — хотя бы мы честные». «Честные — это хорошо, — ответила Дора. Но вкусные лучше. Начинаем». Дора готовила рыбу на открытом огне, на глазах у зрителей. Собралась публика. Запах простой, честной еды всех привлекал. Отто рядом подавал дичь в трюфелях. Выглядело роскошно, пахло дорого. Судья, месье Леон, худой и надменный, обходил палатки с выражением лица человека, который всегда ел лучше этого. Леон попробовал блюдо Отто. Изящно, трюфель отчетливый, цветы, смелый штрих, но соль, слишком много соли. Все заглушает, весь вкус. Отто был в ужасе. Его повар переволновался и пересолил. Но блюдо выглядело идеально. Леон подошел к нашей палатке. Дора подала ему рыбу. Простую, в травах с лимоном. Леон посмотрел. Рыба, просто рыба. А где подача, а где концепция? Он взял вилку, попробовал. Его лицо не изменилось. Он жевал, потом остановился. Это рыба, и она вкусная. Без претензий, без трюфелей, просто рыба. Отто из соседней палатки скривился. И тут вмешался Барсик. Он запрыгнул на судейский стол. Леон в шоке. Что? Кот в ресторане, на столе? Барсик невозмутимо подошел к Леону, посмотрел ему в глаза и замурлыкал. Не масляное мурлыканье, а настоящее, глубокое, мягкое, вибрирующее. Леон, который 30 лет был ресторанным критиком и видел все, растаял. Он почесал Барсика за ухом. Барсик закрыл глаза. «У этого ресторана есть душа», — сказал Леон, — «и она мохнатая». Лукас тем временем уронил поднос. Но так удачно, что блюдо подается именно в тот момент, когда Леон чешет Барсика. И все вместе, рыба, кот, падающий поднос, произвело впечатление живого, не идеального, но настоящего. Леон объявил победителя. Ресторан у мудрой улитки. Не за трюфель, за честность. Мы победили. Рыба Доры, поднос Лукаса и мурлыканье Барсика. Я не знала, кто из нас главный, но знала, без любого не получилось бы. Отто подошел ко мне после объявления. Улыбка исчезла. «Это не конец», — сказал он. «У вас месяц. Земля все еще не ваша. И Гарольд старый
а я терпеливый». Он ушел. Фестиваль — это победа, но не война. Война продолжалась. Барсик сидел на золотой кастрюле, которую он пытался присвоить. «Приз мой! Я заслужил! Я мурлыкнул и выиграл! Я требую премии в виде креветок!» Через неделю после фестиваля в местной газете появилась статья: «Ресторан у мудрой улитки. Обман или гений?» Я прочитала и побелела. Источники утверждают, что победа ресторана на фестивале — результат не кулинарного мастерства, а манипуляции со стороны кота, который, по словам анонимного эксперта, отвлекал судью от объективной оценки. Вкус блюда посредственный, приз незаслуженный. Анонимный эксперт. «Отто», — сказал Барсик. «Откуда ты знаешь?» «Я чую. Запах дешевого одеколона между строк. Метафорически. Отто написал это сам или заплатил кому-то. Результат один: статья есть, и она ядовитая». Я пошла в мэрию. Чиновник сказал: «Формально приз ваш, но есть обоснованные сомнения, и мы можем назначить дополнительную проверку». Дополнительная проверка — это инспекция ресторана. Инспекция — это счета, санитария, лицензии, налоги. У меня счета в порядке, санитария приемлемая, но налоги... Тетя Роза не платила налоги 3 года. Потому что зачем платить государству, если я не плачу даже Гарольду? Барсик, ты знал про налоги? Я кот. Коты не платят налоги. Ну да, знал. Тетя Роза считала, что налоги — это добровольное пожертвование, которое никто не просил. Я возражала, а она кинула в меня булкой. Это не помогает, Барсик. Я не помощник, я комментатор. Моя работа не решать проблемы, а описывать их с иронией. Это снимает стресс. Вы в стрессе? Вот. Я работаю. Дополнительная проверка через 2 недели. Налоги за 3 года, которые не платились. Денег впритык. Я плачу Гарольду, поставщикам, Доре и Лукасу. Налоги — это уже последняя капля. «Барсик», — сказала я не успею. Если инспекция найдет неуплату, они закроют ресторан, и мы потеряем все». «Дорогая, вы паникуете. Я нет. Но я думаю и придумаю. Сначала дайте мне поспать. Идеи приходят во сне». «Ты спишь 16 часов в сутки. Когда ты не спишь, ты ешь. Когда ты придумываешь?» «В промежутках между сном и едой. Есть короткий момент, но продуктивный. Доверьтесь, я кот. Коты решали проблемы до того, как люди научились ходить. Проблема была, как достать рыбу с высокого стола. Мы решили. Подробности не важны. Суть. Мы решаем». Журналистка пришла с блокнотом и ожиданиями милой истории про кота. Но получила не это. Барсик сел напротив, поправил усы лапой и начал. «Итак, вы хотите знать про фестиваль? Я расскажу, но правду. Она неудобна, особенно для одного соседа». Он говорил полчаса. Про гранитный мусс. Да, это камень, но концептуальный. Про саботаж холодильника кто-то перерезал провод. Но я не обвиняю, я кот, я констатирую. Про фестиваль. Я не отвлекал судью, я дополнил блюдо. Судья понял, Отто не понял. Разница в наличии души. Интервью вышло и взорвало город. Кот-шеф-повар обвиняет соседа в саботаже. Заголовок. Отто в ярости, он отрицает. Это кот, кот не может быть свидетелем. Кот не юридическое лицо. Но горожане на стороне Барсика, потому что кот обаятелен, а Отто нет. Люди верят тому, кто им нравится, а не тому, кто прав. «Барсик, ты лжешь?» — спросила я. «Я преувеличиваю». «Это не ложь. Все преувеличивают.
Отто в газете, я в интервью. Разница, я смешной, а он нет. Смешной выигрывает. Статья набирала популярность. Люди приходили в ресторан не только поесть, но и послушать кота. Барсик наконец нашел свою работу. Не готовить, не мыть, не носить, а говорить. Он стал голосом ресторана. Встречал гостей, рассказывал истории, комментировал блюда. «Дорогой гость», — говорил он, подойдя к столику, — «сегодня у нас рыбный суп от Доры. Я бы его украл, но Дора страшная, я боюсь, поэтому просто хвалю. Суп действительно хорош. Я проверял». Пришло письмо из городской управы. Дополнительная проверка на следующей неделе. Налоговые документы за 3 года, санитарные сертификаты, списки персонала. Я показала письмо Барсику. Он прочитал, моргнул и сказал: «Дорогая, вы паникуете». «Я нет. У меня есть план. Но мне нужно увидеть Гарольда. Завтра. Поезжайте со мной». «Зачем?» «Потому что Гарольд не просто землевладелец. Он бывший налоговый инспектор. Он знает налоговое законодательство лучше, чем любой чиновник в мэрии. И он мне должен, потому что я прихожу к нему по средам и мурлыкаю. А мое мурлыканье бесценно». Мы пошли к Гарольду. Барсик рассказал ему про налоги, про инспекцию, про Отто. Гарольд слушал, ворчал, чесал Барсика за ухом, потом сказал: «Налоги за 3 года. Роза старая дура. Ну ладно, я знаю, что делать. Я был инспектором. Я знаю, какие бумаги они хотят видеть. И знаю, как оформить отсрочку. Не уклонение, легальная отсрочка. Я напишу письмо в управу от моего имени. Они меня помнят. Я 20 лет проверял их собственные счета. Они меня боятся и уважают немного, но достаточно». «Вы поможете?» — спросила я. «Я помогу, не вам, Барсику. Он приходит по средам. Это контракт. Я выполняю». Через 2 дня Гарольд приехал в ресторан. Впервые за 5 лет. С видом человека, который 5 лет злился, а теперь пришел не простить, а посмотреть, как вы все тут испортили. Он сел за столик, Лукас ронял все вокруг него, Дора подала кофе, Барсик запрыгнул на колени. И Гарольд, который пришел ругаться, тихо сказал: «А кофе хороший. Тетка твоя не умела варить кофе. Ты умеешь». «Тетя не варила. Она покупала в автомате за углом, а я варю сама». «Хорошо», — сказал Гарольд. «Давай поговорим». Я показала ему бухгалтерию, платежи, рост выручки, интервью Барсика. Гарольд читал, хмыкал. «Ты серьезно?» — сказал он. «Тетя не была серьезна, а ты да». «Я хочу сохранить ресторан и землю и закрыть долги». «Я знаю. И я пришел сказать кое-что». И Гарольд рассказал. Отто приходил к нему еще раз. Предложил купить землю. Сумма хорошая, больше, чем я получил бы от тебя за 10 лет аренды. Я старый, мне деньги нужны. На лекарства, на сиделку, на жизнь. Но я не продал, потому что ты платишь, и кот приходит по средам, и кофе хороший. И я подумал, может, стоит подождать еще немного. Потом он достал бумагу. «Это документ. Я переписываю землю на тебя. Не в дар, а в рассрочку. Ты платишь, как платишь. Но земля переходит в твою собственность. С условием». «Каким?» «Барсик по средам всегда, пока я жив». Барсик сказал: «Согласен. Среды мои, остальное ресторан. А среды Гарольд. Идеальное разделение». «Гарольд», — сказала я, — «вы переписываете землю на меня? Зачем? Я вам почти чужая». «Ты не чужая. Ты пришла. Не сбежала, не продала. Не кинула в меня булкой. А тетка кидала. Ты нет. Вот в чем разница». «Но Отто предлагал больше». «Отто всем предлагает. И всем потом отказывает. Он купил 3 здания на этой улице. И знаешь, что он сделал? Поднял аренду.
втрое. Люди ушли, здания стоят пустые. Он не ресторатор, он коллекционер. Он коллекционирует землю. А я не хочу быть в его коллекции. Я хочу быть в твоей. Ты хотя бы кофе хороший варишь. Спасибо, Гарольд. Не благодари, плати. И не забудь про среду. Гарольд добавил перед уходом. Отто не успокоится. Он купил землю вокруг. Твоя последний участок. Если он не получит ее, он пойдет другим путем. Через управу, через инспекцию, через... Он посмотрел на Барсика. Через тех, кто близко. Будь осторожна. Со всеми. Со всеми? Со всеми. Даже с теми, кто мурлычет. Я нашла конверт на кухне. Внутри письмо. «Барсик, я предлагаю тебе место шеф-повара в «Жар-птице». Зарплата двойная, своя комната, своя рыба. Каждый день. Тебе не придется работать. Ты будешь жить как король. Подумай, Отто». Мое сердце остановилось. «Барсик, предложение от Отто, он уйдет?» Я не сказала Барсику, что нашла письмо. Но Барсик уже знал, он чует запах Отто на бумаге. Он молчал 2 дня, не мурлыкал, не комментировал, просто тихо лежал. И это пугало меня больше всего. «Барсик, ты 2 дня не мурлыкал. Ты заболел?» «Нет». «Тогда что?» «Я думаю». «Коты думают?» «Мы думаем, мы просто не показываем. Мы спим, а внутри думаем. Я 2 дня думал, это много для кота». «О чем?» «О рыбе, о комнате, о предательстве. О том, что значит предать. И о том, что значит остаться». «Барсик, ты прочитал письмо Отто?» «Я учуял его еще до того, как ты нашла. Я кот. Я знаю, Отто хочет меня купить. Рыбой. Это умно. Я люблю рыбу». «И?» «Я отказался. Сегодня утром. Я сходил к Отто сам. Зашел в «Жар-птицу». Он удивился, а я сказал нет. Он спросил, почему? А я ответил ему, потому что среда». «Среда?» «По средам я у Гарольда, а по понедельникам, вторникам, четвергам, пятницам и субботам я здесь. А воскресенье мое? Отто не входит в мое расписание. Отто не среда и не воскресенье. Отто нигде. А я кот с расписанием, и расписание не меняется, даже за рыбу». «Барсик!» «Не надо, дорогая. Я остался не из любви, из принципа. Кот не меняет дом. Кот меняет подушку. Дом один, подушки разные. Я выбрал этот дом с этой кухней, с этим Лукасом, который роняет, и с тобой. Это мой дом, и я не продаюсь». Я не обняла его. Он кот, он не любит объятий. Я дала ему рыбу. Он съел и впервые за 2 дня мурлыкнул. «Но Отто не понял, нет», — добавил Барсик. «Он не принимает отказ. Он принял как мало. Он предложит больше, и не только мне. Он пойдет к Доре, к Лукасу или к поставщикам. Он будет отрывать по одному, пока не останешься только ты и пустой ресторан». «Что делать?» «Работать, готовить, мурлыкать и не сдаваться. Отто силен, когда враги слабы. Мы не слабые. Мы странные, хаотичные, но не слабые. Странность — это защита. Отто не понимает странных. Он понимает деньги, а деньги не работают против тех, кто работает не ради денег». Потом Барсик встал, посмотрел на меня и сказал: «Дорогая, я наконец-то буду готовить». «Что?» «Не камень, нормальное блюдо. Я 2 дня думал и придумал креветки в масле с чесноком. Просто как я. Дайте мне кухню».
Он вошел на кухню. Дора отступила, не от страха, а от шока. Барсик встал на задние лапы, достал сковородку. Дора сказала: «Я не буду смотреть, я не могу на это смотреть». Он налил масло, кинул чеснок, бросил креветки. Движения неуклюжие, лапы не созданные для сковороды, но он старался по-настоящему. Без позы, без «я гений». Просто кот, который впервые готовил. Не для славы, для дома. Результат не гранитный мусс, результат съедобный, более того, вкусный. Не идеально, конечно, креветки чуть пережарены, чеснока многовато, и подача хромает, но вкусно. «Барсик, это вкусно», — сказала я. «Я знаю. Я 2 дня думал и 30 минут готовил». Дора нехотя попробовала. «Приемлемо». Вечер. Ресторан полон. Постоянные клиенты и новые, пришедшие после интервью. Лукас носит и роняет, но уже только на 20%. Дора готовит рыбу, пироги, супы. Барсик встречает гостей, мурлычет, комментирует. Иногда заходит на кухню и готовит креветки. Свое блюдо. Единственное, но его. Ходит Гарольд. Не среда, но он пришел. Сел за столик, заказал кофе. Посмотрел на зал, полный, шумный, живой, и тихо сказал: «Роза, старая дура, ты была не права. Ресторан не проблема. Ресторан — это лучшее, что я видел за 5 лет, и я рад, что не продал». «Гарольд, вы сентиментальный старик». «Нет, но я говорю то, что думаю. Это честность, которой у Розы не было, а у тебя есть». В конце вечера мы все сидели за столом. Я, Барсик, Дора, Лукас, Гарольд с палкой и Барсиком на коленях. «Итак», — сказала я, — «ресторан наш. Долг закрыт, земля моя, инспекция пройдена». «Потому что я чистюля, а не потому что вы организованы», — вставила Дора. Барсик остался, Гарольд здоров, Отто отступил пока. Что дальше? Барсик поднял лапу. «Дальше, дорогая, мы добавим креветки в меню. Каждый день. Мое имя. Креветки по-барсикиному. С подтекстом. С чесноком». «Барсик, это просто креветки в масле». «Нет, это манифест кота, который наконец-то нашел свою кухню». «Хорошо, в меню». «И креветки для меня бесплатно, как зарплата». «Ты и так ешь бесплатно». «А теперь официально. Я люблю порядок». «Ты любишь креветки». Я смотрела на них всех. На Дору, которая ворчала, но готовила так, что клиенты забывали свои имена. На Лукаса, который ронял, но так искренне извинялся, что клиенты оставляли больше чаевых. На Гарольда, который ворчал, но приходил. И на Барсика, который 2 месяца не готовил, а потом приготовил креветки, и они были вкусные. И это было маленькое, но чудо. Я попала в этот мир из 21 века. Из мира, где у меня был мишленовский ресторан. И счета, и планы. И все было правильно. А здесь ничего не было правильно. Кот разговаривал, официант ронял подносы, повариха ненавидела кота, сосед пытался украсть землю. Ничего не было правильно, но все было настоящее. И это может быть важнее. Да, я привыкла к Wi-Fi, к приложениям для доставки, к онлайн-бронированию. А здесь нет Wi-Fi. Есть рыба, кофе, кривые столы и говорящий кот, который ворует у соседей и мурлычет судьям. И который, когда ему предложили двойную зарплату, ответил: «Потому что среда». И остался. Я не знала, что будет дальше. Отто не исчезнет. Он отступил, но не сдался. Гарольд старый, Дора вечная, я была в этом уверена. Эта женщина переживет всех нас. Лукас когда-нибудь перестанет ронять подносы или нет. А Барсик когда-нибудь приготовит второе блюдо или не приготовит. Но сейчас мы сидели за одним столом, все вместе. И стол был кривой, и стулья кривые, и чай в чашках был кривой, потому что Лукас уронил чашку и налил новую, и она стояла под наклоном. И все было кривое и неправильное.
Но это был мой дом. Барсик, доев креветку, спрыгнул со стола, подошел к двери, посмотрел на улицу, где светились окна жар-птицы, и сказал: «Знаете, дорогая, что я понял за эти 2 месяца?» «Что?» «Дом — это не место, где тебе хорошо. Дом — это место, где тебе может быть плохо, но ты остаешься. Потому что без тебя тут все развалится. Лукас будет ронять, Дора будет ворчать, а ты будешь считать и паниковать, и не спать, и говорить: «Барсик, ты невозможный». А я буду мурлыкать, потому что это единственное, что я умею стабильно. Мурлыкать и быть рядом, когда надо. И когда не надо, но я рядом, и ресторан стоит. И этого достаточно для кота и для дома». Он помолчал, а потом добавил: «А еще я понял, что креветки в чесноке — это вкусно, и что я, может быть, не такой уж плохой повар, когда готовлю. Это бывает редко, но бывает, и это прогресс. Для кота, который 2 месяца подавал камни, это огромный прогресс. Признайте?» «Признаю», — сказала я. «И запишите в меню: креветки по-барсикиному. Крупно, чтобы все видели. Чтобы все знали, в этом ресторане готовит кот. И кот может, когда хочет, что бывает редко, но бывает». Я записала: креветки по-барсикиному в меню, крупно, как он просил. Гарольд встал, опираясь на палку, сказал: «Среда, Барсик, не забудь». «Не забуду», — ответил кот. «Что еще нужно?» «Ничего», — сказал Гарольд и ушел. Но у двери обернулся и улыбнулся. Я закрыла дверь, выключила свет. Барсик запрыгнул на стойку и свернулся клубком. Я смотрела на него, а он на меня, и в темном ресторане, в тишине, между двумя существами, которые 2 месяца назад были чужими, было что-то, что не нуждалось в словах. «Спокойной ночи, Барсик». «Мрррр». Это был не ответ, это было согласие. Тихое, теплое, вибрирующее, как все в этом ресторане, как все в этом доме. Завтра будет новый день, будут клиенты, и рыба, и упавшие подносы, и мурлыканье, и, может быть, новые неприятности от Отто. Но сегодня был хороший вечер, и я заснула с улыбкой. На кривом стуле за кривым столом, в ресторане с кривой вывеской, на которой была нарисована улитка с 4 глазами. И мне было хорошо. Впервые с тех пор, как я попала сюда, мне было хорошо. Конец. Автор книги Тиса и Серж Луис. Друзья, спасибо, что были с нами до конца этой истории. Если вам понравилась аудиокнига, поддержите ее лайком и комментарием. Для нас это действительно важно. Подпишитесь на наш канал. Впереди вас ждут новые миры, магия, любовь и истории, в которые хочется возвращаться снова и снова. До скорой встречи!